А где, черт возьми, рейфы? Таранийцы. Журнал Капитана. Запись номер 43. Вымышленная вселенная «Звездные врата». Согласно известным источникам, «Звездные врата Атлантида» 2004-2009 года. Таранийцы – гуманоидная раса с планеты Таранис. В галактике Пегас. Вид рода люди. Таранис – аграрная планета с доиндустриальным обществом во главе с канцлером. Планета стала домом для многих народов, бежавших от гнета рейфов. К тому же таранийцы знали, как пользоваться звездными вратами и использовать щиты древних, которые скрывали их от рейфов. Однако только в рамках инструкций, которые оставили им их предки. Древние, лантийцы, не просто так выбрали место для постройки базы. Они использовали избытки геотермальной энергии спящего супервулкана для питания генератора щитов, а сама база находилась в кратере этого вулкана, потому что извержения бывают очень редко, от 1000 до сотни лет. Однажды сканер дальнего действия показал, что рейфы активизировались и начали просыпаться. По приказу канцлера ученые таранийцев усилили щиты. Они не знали и даже не предполагали, что щиты не предназначены для постоянной работы в предельном режиме, потому что генератор щитов выкачивает энергию из магматической камеры. И это стало роковой ошибкой для них и планеты в целом. Через год после работы щитов на пределе приборы стали сигнализировать о неполадках, но ученые, не понимая причины, просто отключили сигнал тревоги. Работа генератора наладилась, но вскоре ситуация изменилась. Показания приборов ухудшились, появились подземные толчки и колебания поверхности планеты. Таранийцы, не понимая, как исправить ситуацию, беспорядочно набирая адреса на звездных вратах, стали запрашивать помощь. Таури из Атлантиды охотно откликнулись на призыв. Выяснилось, что таранийцы, отключая сигнал тревоги, отключили и предохранители, а длительное выкачивание энергии сделало вулкан активным. Давление в магматической камере увеличилось, и извержение вулкана было не предотвратить. По предварительным оценкам, сила грядущего взрыва была в 10 тысяч раз больше, чем при извержении вулкана Святой Елены на Тауре, высвободившего энергию 20 тысяч атомных бомб. Половина континента должна была исчезнуть, а поднявшийся пепел окутать всю планету, закрыв солнечный свет и убить все живое. Единственно верным решением была экстренная эвакуация населения в Атлантиду. Однако канцлер увидел во всем заговор Таури, поскольку обострение ситуации произошло после того, как таранийцы отказались передать им нерабочий корабль древних класса «Аврора», находящийся в ангаре базы, и не поверил. Впрочем, открывшийся разлом и начавшееся извержение убедило его. Таранийцы эвакуировались в Атлантиду, но не остались там. Они предпочли найти новый дом. Заключение. Судя по всему, база на Таранисе была построена в разгар войны с рейфами и служила аванпостом лантийцев. Ее щиты, предназначенные для защиты от рейфов, только подтверждают это. А нерабочий корабль лантийцев Гипофоралкус класса «Аврора» в ангаре, видимо поврежденный в битве с рейфами, дополняет эту версию. Никакого заселения планеты не предусматривалось. Даже расположение базы в кратере спящего вулкана указывает на это. Таким образом, становится понятно, как на планете появилось население. После того, как лантийцы бежали из галактики Пегас, проиграв войну рейфам, планету через звездные врата стали заселять люди. Неудивительно, что защищенный щитами Таранис стал прибежищем для многих народов. В силу своего развития переселенцы смогли освоить простые технологии лантийцев и понять предназначение базы, главное из которой генерация щитов для защиты от рейфов. Но они не могли знать про супервулкан, спящий у них под ногами.
Теперь, наверное, можно вырубить. Да, хорошая мысль.